Когда мы говорим о кино сталинского периода, то в первую очередь вспоминаются легкие музыкальные комедии о свинарках, пастухах и трактористах, либо патриотические биографии полководцев царского времени и самих монархов. Стройные ряды радостных советских граждан, портреты вождя, бравурные марши и речи о необходимости бить врага. Будьте ж, хлопцы, достойны своих отцов! Берегите и никому не позволяйте рушить ваше счастье! Бейте в хвост и в гриву всякого, кто сунется на нашу землю! Из сегодняшнего дня кажется, что именно в 30-е и 40-е годы советское искусство окончательно проиграло диктату идеологии и закрылось от мирового кинопроцесса. Но кино того времени было интереснее, разнообразнее и глубже, чем просто отработка госзаказа. В нем бурлила живая энергия, и авторы пытались, играя по правилам, выразить настоящие чувства и экспериментировать с возможностями киноязыка. Как такие народные, такие живучие, такие оптимистичные фильмы могли появиться в период репрессий и войны, когда страной руководил товарищ Сталин? Как в них отражались бурные события эпохи и народная борьба против нацистов? Что вообще такое сталинское кино и на какие этапы оно делится? И как фильмы этого времени задали визуальный канон большого стиля? Обо всем этом в третьем видеоэссе нашей серии про историю отечественного кино. В середине 1930-х годов вместо многочисленных художественных направлений авангардных 20-х был провозглашен единый метод – соцреализм. Его главными особенностями были народность, то есть доступность для всех слоев населения, и жизнеутверждающий пафос. Иосиф Сталин лично вмешивался в процесс создания нового кинематографа, отсматривая фильмы и решая их судьбу. Прокат иностранных картин в СССР был практически приостановлен, а все киностудии отныне подчинялись единому государственному ведомству. Благодаря своей массовости кино стало главным проводником государственной идеологии. Но продвигала нужные идеи не в лоб, а в увлекательной жанровой форме, доступной миллионам. Какие жанры стали основными и о чем они рассказывали? Самым показательным жанром эпохи стала музыкальная комедия. Эталоном Сталин объявил «Веселых ребят» Григория Александрова, бесконфликтный и наполненный эксцентрикой мюзикл о джазмене Косте и простой девушке Анюте, которые благодаря природным талантам получили признание в Большом театре. По фильмам Александрова «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь» хорошо видно, что авторы соцреализма отныне создавали на экране идеальный образ современности. В кино максимально полно отразился лозунг эпохи «Жить стало лучше, жить стало веселее». Все то, что было песней, о чем вы грезили и что любили, стало еще чудесней живой сегодняшней советской пыли. Лакировкой действительности на деревенском материале занимался Иван Пырьев, чьи трактористы идеализировали колхозную жизнь. Романтическая линия рифмовалась с производственной. В фильме Александрова «Светлый путь» главная героиня, советская Золушка, смогла стать достойной красавца-инженера, только пройдя путь от уборщицы до передовика производства. Главные герои-влюбленные чаще всего встречались в Москве, идеальном пространстве, образ которого определяли несколько локаций. ВДНХ, которая в те времена называлась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, парк Горького, речной вокзал, Красная площадь. Московское метро как символ нового мира и удавшейся индустриализации. Советский Союз, а точнее его столица, объявлялись территорией победившего социализма, вечного праздника, который могли нарушить либо иностранные агенты влияния, либо внутренние враги. В нетипичной внеидеологической комедии «Подкидыш» Москва оказывается утопически мирным городом, населенным забавными обывателями, каждый из которых стремится помочь заблудившейся девочке. Главными героями эпохи не только мюзиклов, но и производственных драм
становятся простые рабочие, крестьяне, военные, в первую очередь летчики. Герои этих фильмов были ролевыми моделями, образцами для подражания для всех простых советских граждан. Как, например, героиня фильма «Член правительства» Саша Соколова, которая прошла путь от батрачки до депутата Верховного Совета СССР. Стою я перед вами, простая русская баба, мужем битая, попами пуганая, рогами стреляная, живучая. Стою я и думаю, зачем я здесь? Авторы, отходившие от принципов жизнеподобия, оказывались на обочине соцреализма. Именно в 30-е возникли цензурные запреты и так называемое полочное кино. Был запрещен к прокату «Строгий юноша» Абрама Рома по сценарию Юрия Олеши. Формалистская мелодрама об идеальных героях светлого будущего вызывала недоумение и античной виллой, и слишком абстрактными образами. На полке оказалась и «Новая Москва» Александра Медведкина, романтическая комедия об архитекторе со знаменитым фрагментом демонстрации плана реконструкции Москвы. Новые проспекты, прекрасные улицы, площади. Изумительные здания превратят нашу Москву в город сказочной красоты. Логика запретов тех или иных фильмов не всегда была ясна и часто зависела от личных пристрастий Сталина, от несогласованности цензурного отдела и студийных худсоветов, а еще от сознательной размытости самого термина «соцреализм». Если в начале и середине 30-х система еще приветствовала эксперименты, то ближе к 40-м возможностей для игр с сюжетами становилось все меньше. В стремлении уйти от опасной почвы современности многие авторы обращались к сюжетам из прошлого. Вторым главным жанром эпохи после музыкальной комедии стало историческое кино. Фильмы о прошлом были сосредоточены на революции и гражданской войне и переосмысливали миф создания государства, исходя из новой политической ситуации. Эталоном кино о недавней истории стал Чапаев «Братьев Васильевых», в котором внятный киноязык и идеологическая корректность удивительным образом сочетались с неправильным, почти фольклорным главным героем. Идет отряд походным порядком. Где должен быть командир? Впереди, на лихом коне. Чапаев ломал табуретки, признавался в неграмотности и погибал в финале. В дальнейшем живая и непосредственная, даже шутовская сторона исторических героев будет прорываться на экран скорее вопреки установкам партий. Например, Михаил Ром в «Ленине в октябре» поместил Владимира Ильича в пространство авантюрного шпионского триллера и закрепил в массовой культуре образ картавого и яростно жестикулирующего живчика. Занять и ценой каких угодно потерь удержать телефон, телеграф, железнодорожные станции и мосты в первую очередь. Такова задача, требующая искусства и тройной смелости. В угоду политической конъюнктуре антагонистами выступали не только министры Временного правительства, а еще и Зиновьев и Каменев, казненные за год до начала съемок. Но главным для создателей была все же не политика, опрокинутая в прошлое, а жанровая увлекательность. Продолжение «Ленин» в 1918 году вышло в 1939, и в нем уже не было заряда живой энергии оригинала. Фильм мифологизировал роль Сталина в первые годы советской власти как полноправного преемника Ленина. На фоне комического Ильича спокойный и рассудительный вождь народов выглядел особенно монументально. К концу 30-х была вытравлена живая интонация из популярной серии фильмов про революционера-подпольщика Максима. Если в первой части Григорий Козинцев и Леонид Трауберг еще играли в авантюрную комедию, лепили из питерского парнишки народного героя, то в продолжениях советский Иванушка-дурачок по всем канонам соцреализма превратился в сурового комиссара в кожанке и с хитрым прищуром. И по совести, и по законам, говорю я вам, граждане судьи, и вам, товарищи, людям этим и тем, кто их послал, не давать пощады, уничтожать! Важным новшеством второй половины 30-х стало восстановление культа дореволюционных правителей.
Советский Союз объявлялся продолжением многовековой отечественной истории, но прошлое использовалось только как метафора настоящего. Александр Невский, Петр I, а позднее и Иван Грозный становились аватарами Иосифа Сталина, так же как он противостояли коварным западным врагам и уничтожали вредителей внутри страны. Парад биографии военачальников прошлого был нужен для мобилизации населения и создания образа государства в кольце противников. Но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля. На современном материале эти процессы отражают новый жанр – оборонное кино, документальные игровые фильмы, повествующие о будущей войне. В них герои радостно уходят на фронт прямо с праздников мирного времени и легко, почти без потерь побеждают врагов, прозрачно списанных с нацистов. Поэтому в фильмах той эпохи такое значение имеет образ границы – защиты мира вечного праздника от заграничного мира тьмы. На фоне процессов о вредителях экран захлестнула шпиономания. И многие сценарии шпионских триллеров представляли собой лишенные увлекательности инструкции по выявлению и поимке вражеских агентов влияния. Из этого ряда выделяется «Ошибка инженера Кочина» режиссера Александра Мачеретта, напряженный триллер с настоящей детективной интригой. Еще одним важным жанром стало детское кино. В 1936 году даже возникла отдельная киностудия «Союз Детфильм». Главными авторами киносказок становятся Александр Роу, снимавший фильмы на фольклорном материале, и Александр Птушко, в своих экранизациях совмещавший кукольную анимацию и живых актеров. Моя лилипуточка, приди ко мне, побудем минуточку наедине. С тобой беспечно, как птица, буду кружиться я. Моя лилипуточка, мечта моя. В версии «Птушко» Гулливером становился пионер Петя, который попадал в страну лилипутов из Артека и помогал лилипутам-пролетариям устроить социалистическую революцию. Сказочные сюжеты позволяли использовать новаторские технологии и спецэффекты, которые показывали, что и в советском кино того времени были возможны визуальные эксперименты, пусть и в строгих рамках идеологически верных сюжетов. В отличие от авангардной монтажной эстетики 20-х, соцреалистическое кино должно было быть понятным и жизнеподобным. Статичные мизансцены, преобладание средних планов, длинные кадры без склеек. В отдельных случаях очень длинные эпизоды с панорамированием и хитрым внутрикадровым монтажом. На смену 200 кадрам сцены на Одесской лестнице из броненосца «Потемкин» приходит 50 кадров психической атаки белогвардейцев в Чапаеве. Не менее эффектный эпизод, в котором камера выступает уже не отстраненным наблюдателем, а полноценным участником и точкой зрения бойцов Красной Армии. Красиво идут. Интеллигенты. Внес свои коррективы в визуальный язык и звук. Великий гражданин Фридриха Эрмлера был целиком построен на диспутах между непримиримым большевиком Шаховым, который прозрачно списан с убитого в 1934 году Кирова, и его противниками, предателями-троцкистами. Вопрос стоит так. Быть ли Россией, как ты сказал, толстозадой неповоротливой страной, или Россией социалистической? Я сюда пришел не на урок политграмоты. Я знаю, ты за спичками пришел. Идеологически выверенная картина, по сути оправдывавшая большой террор, вошла в историю кино экспериментами с внутрикадровым монтажом и глубинные мизансцены, которые на несколько лет опередили опыты Орсона Уэллса в «Гражданине Кейне». Достаточно посмотреть финальную сцену фильма, в которой режиссер Фридрих Эрмлер нагнетает напряжение, постоянно показывая на заднем плане дверь, за которой скрывается убийца. Саспенс не хуже, чем у Хичкока.
важную роль в сталинском кино играли песни. Некоторые отрывки из фильмов того периода можно смело назвать музыкальными клипами. Главными авторами эпохи стали поэт Василий Лебедев-Кумач и композитор Исаак Дунаевский. Хотя тексты песен рисуют образ счастливой страны, часто, особенно когда не коллектив исполняет бравурные марши, а один герой поет о любви, дружбе или чести, музыкальный материал помогает индивидуализации персонажа. Как это было в случае с забавным ученым Паганелем из «Детей капитана Гранта». Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря. Революционером Максимом, поющим романс XIX века. Или обаятельным джазменом Леонидом Утесовым в «Веселых ребятах». Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь На новый уровень музыкальную драматургию вывели режиссер Сергей Эйзенштейн и композитор Сергей Прокофьев. В 1938 году Эйзенштейн снял новаторский военно-патриотический блокбастер «Александр Невский» и в ходе работы придумал теорию вертикального монтажа. Движение внутри кадра должно соответствовать музыкальному ряду на образном уровне, и в итоге звук и изображение дополняют друг друга. Например, сцена битвы на Чудском озере, занимающая почти половину экранного времени, четко разделена на несколько частей с разным звучанием. Длительное ожидание, сопровождающееся тревожной музыкой, постепенное появление и приближение врага, и резкий обрыв в музыке, когда войска сталкиваются. Противоборствующие стороны разделены на музыкальном уровне. Вот так звучит вражеская тема. А так наша. Этот контраст закреплен и на уровне цвета. За злом Эйзенштейн оставляет белый, а сторона добра обозначена черным. Но режиссер пошел еще дальше и синхронизировал саму мизансцену с движением музыки. Например, в сцене ожидания тевтонцев мы видим диагональ скалы и облаков, и музыка повторяет это восходящее движение. А вот кадр с русским войском. Ровная линия, прерывающаяся вертикальными знаменами, и музыка вторит мизансцене. Тевтонские рыцари, напавшие на мирные города средневековой Руси, были прозрачно зарифмованы с современными тевтонцами, нацистами. Опаснее татарина враг есть. Ближе, злее. От него данью не откупишься. Немец. В каком-то смысле Александра Невского можно назвать вершиной не только исторического кино 30-х, но и главным оборонным фильмом. Как и шедевр Эйзенштейна, все эти картины о легкой победе в будущей войне изымались из проката в сентябре 1939 года после подписания пакта о ненападении с Германией, но были возвращены летом 1941, когда нацисты напали на СССР.
Правда, реальность войны оказалась не такой радужной, как она представлялась в оборонном кино. В первые месяцы войны киностудии Мосфильм и Ленфильм эвакуируются в Казахстан, где на их основе создается ЦОКС – Центральная объединенная киностудия. Остальные студии тоже переезжают в города Средней Азии. Средств не хватает, и поначалу режиссеры создают боевые киносборники – серию короткометражек на военную тему, которые были призваны поднять боевой дух фронтовиков и тех, кто трудился в тылу, внушить всем уверенность в скорой победе. Вот глупые немцы не могут расстрелять Швейка. А вот героическая крестьянка травит отряд нацистов и погибает сама. А это французский гражданин прорывается на телеграф, чтобы отправить важное сообщение Гитлеру. Берлин, Гитлеру. Не советую. Пробовал, не вышло. Наполеон. На экраны возвращаются любимые герои 30-х. Стрелка из «Волги-Волги», Максим в исполнении Бориса Черкова, но самое эффектное появление у Чапаева. Наконец-то, Василий Иванович, заждались тебя тут. Думали, уж не выплыть тебе. Ну вот, как от Чапаев да не выплывет. Ну, чего у вас тут? Опять немцы полезли? Точно так полезли, проклятые. Врешь, не возьмешь. Не возьмет, гад! Били и будем бить! Легендарный командир выныривает из реки Урал, в которой утонул в 1919 году, и произносит пылкую речь о необходимости отстоять родину любой ценой. Важную роль в первые годы войны, пока восстанавливалось кинопроизводство, играло документальное кино. Фронтовые операторы фиксировали ход войны, снимали бои и последствия бомбардировок. Важно отметить разгром немецких войск под Москвой Ильи Копалина и Леонида Варламова, который в 1943 году получил премию «Оскар» за лучший документальный фильм, первый в отечественной истории. Давай, страна огромная, давай на смертный бой, фашистской силой темною, проклятою ордой, пусть ярость благородная сыпает, как молва. Фильм не только показывает мощь советского оружия или продолжает традиции монтажной поэтики, выстраивая повествование из разрозненных кадров хроники. Вот нацистские танки оборачиваются вспять от Буденновской конницы. Создатели задают главные смысловые акценты в интерпретации войны. В ней должны участвовать все – мужчины, женщины, старики и дети. Это битва насмерть, ведь немцы не жалеют никого, и впервые на экране были явлены масштабы нацистских зверств. И это война за цивилизацию, поэтому такое важное место занимают кадры с уничтоженными памятниками культуры. В первых игровых фильмах этого периода ужас войны и конца мирной жизни выражен через женские образы. Женщина могла быть верной спутницей, которая ждет возлюбленного, зримым воплощением того, за что стоит воевать. Она могла быть идеальным ребенком 30-х, идущей на смерть во имя страны. Женщина могла воплощать неотвратимость возмездия, быть ангелом-истребителем, мстящим за убитых мужа и ребенка. В конечном счете она могла воплощать современную Богоматерь, как это было в «Радуге» Марка Донского. Непарадные истории будней оккупации с яркими евангельскими мотивами. Фильмы первых лет войны не решались изображать непосредственно линию фронта, поскольку ситуация была еще плачевной, да и достоверной информации о реальных условиях не было. Так что тема партизан и страданий на оккупированной территории стала основной. Героиня «Радуги» подвергается жестоким пыткам, теряет только что рожденного ребенка, но не выдает нацистам, где скрывается партизанский отряд. Очевидно, религиозный символизм был следствием ослабления цензуры и поворота государства к православию. Ты Бога не трогай. Это не твой Бог, это наш Бог, наш. Он немцам не продается. Удивительным образом тяжелейшие военные годы стали своего рода освобождающим временем для советских режиссеров. В кино доминирует теплая человеческая интонация с вниманием к частным драмам, историям любви и товарищества. Темная ночь,
Только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кровати тайком ты слезу утираешь. В прокат выходят легкие мелодрамы, снятые, задуманные или даже запрещенные к прокату еще до войны, уводящие от тяжелой реальности экранизации классики. А в 1944 году, когда победа была близка, появляется в 6 часов вечера после войны Ивана Пырьева оптимистичная история о конце Великой Отечественной. Герой, потерявший в бою ногу, вопреки всем обстоятельствам, воссоединялся с любимой девушкой на фоне праздничных фейерверков. Но вместе с приближающимся финалом войны менялся и ее образ на экране. Рубежом можно считать великий перелом Фридриха Эрмлера. Парадный портрет Сталинградской битвы почти целиком снятый в штабных кабинетах. Никакой окопной правды или разговора о ценности человеческой жизни. Все решают генералы, склонившиеся над картами боевых действий. Но мы же вывезли промышленность Украины, заводы Запада. Пустой город армии защищать не будет. Это товарищ Сталин сказал. Поворотной для истории всего советского послевоенного кино стала судьба Ивана Грозного Сергея Эйзенштейна. Первая серия байопика, прославляющая любимого царя Иосифа Сталина, революционно подошла к историческому кино и получила одобрение главного цензора. Но вторая часть, в оперном стиле живописующая разгул опричнины и моральные терзания монарха, отправилась на переработку. Эйзенштейн не только исследовал сущность тирании и тупиковый самоубийственный характер тоталитарной системы, затеяв смертельную игру с вождем. Режиссер поднял киноязык на невиданный уровень и с помощью чисто визуальных образов менял смысл сценария. Например, в этом знаменитом кадре мы видим стремление Ивана Грозного к власти. А здесь, игрой теней, Эйзенштейн показывал желание царя господствовать над миром. Новаторский режиссер решил и сцену с пляской опричников. Первым цветным советским фильмом стала еще в середине 30-х «Груня Корнакова» Николая Экка. Но у Эйзенштейна взрыв цвета в черно-белом фильме работал не как слепое отражение реальности, а вырастал до художественного образа. С одной стороны, этот эпизод ярко заявлял, что начинается кульминация фильма. В духе монтажа аттракционов переключал восприятие зрителя. С другой, Эйзенштейн, по сути, придумал цветовую драматургию, закрепив за каждым цветом определенный смысл. В основе было не жизнеподобие, а образная необходимость. Зелено-голубой переходил от обозначения святости к цвету смерти и тления. Красный и желтый сначала заявляли пышный царский пир, но постепенно обретали значение крови. И если в сценарии финальный монолог звучал пафосно и торжественно, то в эйзенштейновском фильме мы видим только опьяневшего от власти и паранойи тирана. Враги единства русской земли повержены! Руки свободны! И отныне засверкает меч справедливый против тех, кто извне посягает на величие державы российской. Уже в 1946 году малой оттепели военного времени приходит конец. 4 сентября выходит постановление партии о второй серии кинофильма «Большая жизнь». Простой сюжет о восстановлении села после освобождения от оккупации был раскритикован за мелодраматизм и упаднические настроения. Мораль была проста. От режиссеров снова требовалось не изображать настоящих людей и реальные трудности. Коллективный портрет обывателей, которые справляются совсем сами, без указки сверху, объявлялся вне закона. Авторам полагалось создавать нужные партии радостный образ современности.
Послевоенная надежда на отказ от репрессий и поиска вредителей не оправдалась. Началась новая эпоха. Послевоенная разруха повлияла и на кинопроизводство. К 1951 году количество выпущенных фильмов сократилось с 2 десятков до 9 лент. Картин снималось меньше, но каждая должна была быть шедевром. Бюджеты больше, но и цензура строже. Как в конце 30-х, относительно безопасной территорией стали биографии. Причем на смену царям и военачальникам приходят композиторы, литераторы, ученые, то есть воплощенные проводники идеологии, утверждающие абсолютное доминирование Советского Союза в своих, да и всех прочих, областях. Другим способом не иметь дела с современностью и усиленной цензурой стали экранизации классики. Например, предельно условная «Золушка» Надежды Кошеверовой, создающая образ сказочного мира после победы. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. Жил на свете добрый жук, старый общедрог. Никогда он не ворчал, не кричал, не пищал, просто крыльями трещал, строго ссоры запрещал. Современная тема неизбежно связана с войной, но реалистичный разговор о человеческой трагедии был невозможен. Победа представлялась буквально последней битвой со злом, после которой наступила вечность. В деталях систему еще можно совершенствовать, но в целом она абсолютно завершена. Показательный сюжет эталонных производственных драм о современности. Высокопроизводительный труд становится еще более высокопроизводительным, а идеальный герой к финалу становится еще идеальнее. Тенденции 30-х выкручиваются до максимума. Иван Пырьев возрождает ярмарочную праздничность довоенных фильмов в «Кубанских казаках». Соцсоревнования и изобильная жизнь особенно поражали в цвете. А Григорий Александров воспевает достижения науки в «Карнавальной весне» и обличает американцев в связях с нацистами во «Встрече на Эльбе». Начавшаяся холодная война возродила шпиономанию, породив целый ряд фильмов о западных вредителях, желающих зла Советскому Союзу. Интересно, что при этом единственным фильмом про шпионов на военном материале стал «Подвиг разведчика» Бориса Барнетта. Удивительно живой и обаятельный триллер, практически советский нуар, и счастливое исключение из монолитного образа недавней войны. За победу! Культовой стала остроумная сцена, в которой советский разведчик в окружении нацистов предлагает выпить за нашу победу. За нашу победу. Частные военные драмы и страдающие женские образы сменились приоритетом государственности. Если верить новому идеологическому курсу, победа в войне была достигнута благодаря совершенству государственного механизма и лично мудрости товарища Сталина. Вся история Великой Отечественной войны сводилась к 10 сталинским ударам и снятым с высоты птичьего полета многотысячным массовкам, в которых отдельный человек был неразличим. Киноязык эпохи малокартиния вообще стремится к статике, изгнанию импровизации, живого жеста. Доминирует эстетика коллективного портрета, а мизансцены напоминают декоративные панно или даже оперные спектакли. Если съемки ведутся на натуре, то имитируют пейзажную живопись. Но чаще кинематографисты создают искусственную реальность в павильонах. Из кинематографа окончательно уходят как авторская воля, так и запросы массовой аудитории. Отдушиной и эскапистской радостью для советских зрителей становились трофейные фильмы, вывезенные из Германии и выпущенные в прокат. Больше всего полюбились отечественной аудитории немецкий мюзикл «Девушка моей мечты» с секс-символом эпохи Марика и Рёк и старый голливудский боевик про Тарзана, чей звериный крик повторяли во всех дворах страны. Наряду с настоящими творцами победы, военачальниками, генералами, в кинопантеон позволено было войти немногим рядовым героям. Но их подвиг все равно должен быть инициирован мудрым партийным начальством. Например, «Молодая гвардия» Сергея Герасимова о группе подпольщиков-комсомольцев была направлена на пересъемки именно за это.
Показать на экране, что юноши и девушки сами, без начальственного одобрения, могли додуматься до саботажа оккупантов, было немыслимо. Непременным атрибутом каждого фильма стал портрет вождя или он сам в одной из ролей. Да здравствует Сталин, породивший нас для великой и счастливой жизни! Апофеозом культа личности в кино принято считать «Падение Берлина» Михаила Чаурелли. Монументальное полотно, задавшее канонический образ победы, но фальсифицирующее историю в угоду политической конъюнктуре. Союзники тайно сотрудничают с Гитлером. Вся война представляет собой серию беспроблемных танковых атак. Но главное — образ Сталина, спокойного и всеведущего вождя народов. В хрестоматийной финальной сцене он, подобно ангелу, прилетает в Берлин в день взятия Рейхстага, и его радостно приветствуют солдаты всех стран, чего в реальности, конечно, не было. Можно мне вас поцеловать, товарищ Сталин? За все, что вы сделали для нашего народа, для нас. Эпоха малокартинья логичным образом закончилась со смертью Сталина. И уже со второй половины 50-х на экранах начинают появляться и окопная правда о войне, и честные драмы о современности, и психологически достоверные биографические картины. Переживший вождя классик авангарда и создатель трилогии о Максиме Григорий Козинцев снимает канонического Гамлета с интеллигентным и сомневающимся главным героем. А Иван Пырьев от счастливых колхозных будней переходит к сумрачным мирам Достоевского. Остается только гадать, какие бы фильмы сняли лидеры советского киноавангарда – Эйзенштейн, Пудовкин, Вертов и Довженко, если бы дожили до оттепели, они умерли задавленные послевоенной цензурой и невозможностью свободно творить. Об этом мы никогда не узнаем. Уже конец? Нет, 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 нет. Покидать места вам рано. Рано. Разрешите нам с экрана вам сказать десяток строк, Чтобы ясен был итог. Так какое же наследие оставило нам сталинское кино? Такое разное и противоречивое. Глазами 30-х и 40-х мы продолжаем смотреть на свою историю и на главных исторических деятелей. Герои фильмов этого времени стали персонажами анекдотов. А слова из песен, как и сам образ счастливой эпохи, вошли в культурную ДНК целой страны. Батальные сцены Александра Невского задали планку для всего мирового кино. И отголоски эйзенштейновских образов мы замечаем и в «Конане Варваре», и в «Звездных войнах». «Радуга» Марка Донского положила начало итальянскому неореализму, а визуальное решение Ивана Грозного заложило основу для драматургии цвета в мировом кино. Большинство фильмов сталинской эпохи сейчас смотреть невозможно. Что-то вызывает смех, что-то неимоверную скуку. Но сквозь обслуживание властных интересов в фильмах этого периода неизменно проступает живая человеческая интонация и попытка раздвинуть возможности киноязыка. И самое главное, жгучее стремление создать на экране лучший мир, который может хотя бы ненадолго, но отвлечь от проблем реальности. И это то чувство, которое завораживает в кино 30-х и 40-х и сегодня.